Вначале мужчина находится на свидании со своей женщиной, как вдруг он чувствует резкую острую боль в грудной клетке. Мужчина расстегивает свою рубашку, и его сердце бьется как сумасшедшее. И такое чувство, будто оно вот-вот выскочит, правда, из груди. Вскоре это случается, и мужчину отправляют в больницу. Чуть позже Сэм и Дин осматривают тело мужчины. Они видят большую дыру в форме сердца в его груди, которая является самой романтичной травмой, которую они когда-либо видели в своей жизни. Кольцо на пальце этого мужчины указывает на то, что он женат. А та женщина, с которой он встречался в парке, на самом деле была его любовницей, поэтому Сэм и Дин подозревают, что возможно его убила его жена. Это может быть что-то вроде мести. Поэтому после братья идут к жене этого мужчины, где они расспрашивают ее о смерти мужа. После к ним подходит женщина, и оказывается, что это та женщина, которая была в парке вместе с этим жертвой. Оказывается, эти женщины на самом деле знают друг друга и являются лучшими подругами. Также узнается, что пара давно рассталась, потому что у них обоих был роман. Услышав такое объяснение, братья теряют дар речи. Очевидно, жена этого человека не убийца. И позже происходит еще один очень странный случай. Где-то в городе человек решает покончить с собой, потому что он должен кому-то большую кучу денег. Но когда он делает шаг с крыши, все его тело начинает парить в воздухе. Он думает, что это его спасает Бог, но всего несколько секунд спустя он падает прямо вниз, на проезжую часть. Вскоре на место происшествия прибывают братья, и с помощью этого свидетеля они узнают, что жертва ненадолго парила в самом воздухе. Прежде чем упасть, Дин замечает, что эти два случая очень странные. Все это становится похожим на детский мультфильм «Бакс Банни». Также вскоре после этого происходит третий странный случай. В каком-то банке охранник был убит наковальней, которая упала и просто из ниоткуда. Это было в тот момент, когда он пытался поймать вора. А сам вор украл много денег и использовал черную дыру в стене, чтобы сбежать. Чуть позже они перемещают наковальню, и конечно же в соответствии с правилами мультфильма «Бакс Банни» внизу есть отметка X. А это значит, что наковальня всегда приземляется там, где находится X-марк. И если вы нарисуете круг на стене, вы сможете пройти сквозь стену. Но как ни странно, дыра это не работает. В итоге 3 человека были убиты, но они никак не нашли никаких полезных улик. Зато Сэм нашел кое-что, на что стоит точно обратить внимание. Согласно криминальным записям, многочисленные грабежи произошли поблизости от всех этих 3 случаев. И все люди, которых ограбили, были пожилыми людьми. Они также все живут в одном доме престарелых. Поэтому Сэм и Дин подозревают, что грабежи связаны с 3 странными случаями. После братья идут в дом престарелых, чтобы расследовать дело. Получив разрешение у врача, они начинают расспрашивать стариков. Но почти все здесь старики страдают болезнью Альцгеймера. Поэтому они не получают никакой полезной информации. Но как только они уходят, Сэм замечает картину на стене. На ней старый друг его отца Фред, он тоже живет здесь. Сам Фред обладает способностью искажать реальность. Но теперь он страдает болезнью Альцгеймера и больше не может контролировать свою силу. Поэтому он часто превращает мультяшные сцены в настоящую реальность. В тот момент, когда Фред сидит в инвалидной коляске, он совершенно не отвечает. После, когда братья думают о том, как отключить силы Фреда, появляется доктор Махони и просит их просто уйти, говоря, что пациенту нужно немного отдохнуть. Поэтому братья планируют тайно забрать Фреда посреди ночи. Этой ночью Фред смотрит телевизор, он может переключать канал своим пальцем, пока не найдет любимый мультфильм. В этот момент люди в доме престарелых празднуют дни рождения пожилой женщины, и никто не обращает внимания на Фреда. Но после по телевизору показывают сцену взрыва бомбы. Затем Фред превращает праздничный торт в такую же самую бомбу. Торт взрывается, и к счастью никто не пострадал. Позже братья снова прибывают в дом престарелых, но обнаруживают, что Фред ушел. После этого с ними встречается старушка и говорит им, что медсестра забрала ее бриллиантовый браслет. В этот момент Кастилья немедленно хватает медсестру за руку и задает ей вопросы. Узнается, что этот браслет дал ей ее парень. После братья приходят в дом ее парня, чтобы все прояснить. Но в доме они обнаруживают, что мужчина был застрелен. После Кастилья исцеляет его, и затем мужчина рассказывает, что всего несколько недель назад он случайно обнаружил способности Фреда. После он сообщил доктору Махони, и с тех пор Махони использует эти способности, чтобы ворвать деньги у стариков. И как раз недавно он даже воровал деньги из банка, но в прошлый раз он случайно убил охранника, и поэтому привлек внимание братьев. После доктор Махони берет Фреда снова на кражу в банк. Узнав это, братья тут же ринулись в банк. Позже Дин обнаруживает черную дыру в стене. Он собирается залезть в нее и арестовать доктора Махони. В этот момент Сэм и Кастилья находят Фреда возле банка. В этот момент, когда Фред смотрит мультики-фургончики, они пытаются разбудить его, но, к удивлению, Фред переносит их прямо в мультяшный мир. Оказывается, что Фред потерялся в своем духовном мире. В мире карикатур, в котором основные элементы он использует для построения своего духовного мира.
А что происходит на самом деле во внешнем мире, он и понятия не имеет. После Сэм объясняет ему ситуацию. Фред понимает это, что создал большую проблему, поэтому он решает вернуться в реальный мир. В этот момент Дин находит доктора Махони, который крадет деньги из убежища. Затем они вступают в драку, но под влиянием силы Фреда законы физики внутри банка были изменены. Здесь теперь нет настоящего оружия, которым Сэм пытается застрелить, но пуля превращается в флаг. Мы видим, что их движения могут быть заморожены в любой момент, а кастрюля, которая ударила Сэма по лицу, на самом деле была деформирована. После понимания правил этой игры, Сэм рисует X-марку у ног доктора Махони. После доктор Махони пытается сбежать из банка через черную дыру, но возвращается в норму. Он понимает, что сила Фреда прекратилась, поэтому он пытается покончить с Сэмом и с его пистолета. В этот момент Сэм входит с Фредом. Под манипуляцией Фреда доктор Махони направляет пистолет на себя. И в финале этой серии с помощью Кастилии сила Фреда все же была отключена. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментарии. Также советую посмотреть эти видео. И я желаю вам хорошего дня.